Хочешь, скажу секрет? Если ты выучишь всего 10 слов, то испанцы начнут воспринимать тебя как своего. Не как туриста, а как человека, который реально понимает Испанию. Сегодня я дам тебе именно эти слова, а в конце расскажу, как их использовать так, чтобы тебя полюбили в любой испанской компании. Подписывайся прямо сейчас, чтобы не пропустить новые фишки. У нас тут полезности каждый вторник и пятницу. И да, если мы видимся впервые, я Наталья. Живу в Барселоне уже много лет и помогла десяткам людей адаптироваться в Испании. Учу их испанскому языку так, как он звучит в реальной жизни, а не в учебниках. На моем канале ты найдешь не только язык, но и настоящие секреты испанской жизни. От фраз и привычек до лайфхаков переезда. Поэтому, если ты хочешь чувствовать себя в Испании уверенно и своим, жми на подписку, то тебе будет genial. А ты знаешь, что у испанцев это слово заменяет буквально половину нашего словаря реакций? В русском есть класс, супер, отлично, круто, а у испанцев же это может быть одним простым genial. Представь ситуацию, ты пришел в бар в Испании, заказал кофе, ты не знал, как правильно объяснить, но официант принес именно тот кофе, который ты хотел и как тебе нравится. Не крепче, не слабее, а именно такой, как ты любишь. Ты улыбаешься и говоришь «genial». Сразу видно, ты не просто турист, а начинаешь говорить по-ихнему. Почему это важно? Психологи говорят, что самые сильные эмоции мы испытываем именно в маленьких повседневных моментах. И когда ты используешь такие локальные слова радости, испанцы подсознательно чувствуют, что ты один из них и начинают относиться к тебе более доброжелательно, несмотря на то, что они и так уже открыты к общению. А вот тебе интересный факт. В исследованиях по межкультурной коммуникации отмечают, что испанцы в 2 раза чаще используют позитивные междометия и эмоции в речи, чем, например, немцы или англичане. Поэтому, если ты хочешь быстро слиться с их атмосферой, хватай эти слова эмоции. И вот тебе 2 моих примера, как это слово можно применять на деле. Genial, me encanta este café. Отлично, мне нравится этот кофе. Genial, nos vemos mañana. Супер, увидимся завтра. Я всегда улыбаюсь, когда вижу, как новички в Испании после месяца второго общения начинают заменять их сухое «хорошо» на «genial». Это прям как чекпоинт к адаптации. И вот если ты после моего видео хотя бы раз поймаешь себя на том, что вместо «о, класс», то есть «bien», сказал «genial», знай, что ты движешься в правильном направлении. А теперь еще одно слово, которое испанцы используют просто как мантру. И оно может реально изменить твое отношение к жизни в Испании. No pasa nada. Ты знаешь, эта фраза как маленький талисман спокойствия в Испании. Она звучит просто «ничего страшного», но за ней спрятана целая философия жизни. Жизненная ситуация, ты спешишь на автобус, задеваешь кого-то локтем и начинаешь извиняться «perdón, perdón», а в ответ слышишь простое «no pasa nada». И еще с улыбкой, как будто это вообще ерунда. И все, напряжение улетучивается. «Perdón por llegar tarde». «No pasa nada». Извини, что опоздал. Ничего страшного. «Se me cayó el vaso». «Tranquila, no pasa nada». Я уронила стакан. Спокойно, ничего страшного. Почему это важно? В Испании это не просто вежливость. Это целая привычка отпускать мелочи. Где другой начинает злиться или ворчать, то испанец просто скажет «no pasa nada» и продолжит наслаждаться моментом. Интересный факт. В Гарварде проводили исследования, люди, которые умеют прощать мелкие ошибки, свои и чужие, в среднем на 20% меньше подвержены стрессу. А в Испании по факту тебе даже не придется учиться этому на тренингах. Язык как бы сам тебя этому научит. Я часто вижу, как новички в Испании в первое время вздрагивают от неудобности. Автобус опоздал, магазин закрылся раньше. А потом, спустя пару месяцев, слышу от них же самих уверенное «no pasa nada». И понимаю, что ну все, человек теперь распаковался в Испании. И вот если после этого видео ты хотя бы раз в стрессовой ситуации улыбнешься и скажешь себе «no pasa nada», знай, ты уже сделал шаг к жизни в испанском стиле. А вот следующее выражение тебе поможет звучать не формально, а по-настоящему душевно. ¿Qué tal va?
Ты знаешь, испанцы редко ограничиваются сухим «qué tal?», куда чаще они добавляют «qué tal va?», «как идут дела?». И вот это маленькое «ба» меняет все. Фразу превращается с дежурной в теплую и настоящую. Представь ситуацию. Ты встречаешь соседа и говоришь «Hola, Juan, ¿qué tal va?». И он уже понимает, что тебе не просто нужно поздороваться. Тебе реально интересно, как у него идут дела. И вот тебе мои практические примеры. ¿Qué tal va el trabajo? Как идет работа? ¿Qué tal va la familia? Как идут дела у семьи? ¿Qué tal va tu proyecto? Как продвигается твой проект? В Испании такие чуть глубже вопросы – это не просто любопытство. Это своего рода социальный клей, из которого строится дружба и доверие. Социологи отмечают, когда мы спрашиваем именно о процессе, как идет или как продвигается, собеседник чувствует заботу и открывается охотнее. Не зря в Испании заводить друзей намного проще, чем в странах, где принято ограничиваться формальностями. Я часто замечаю, как только мои ученики начинают добавлять в речь «qué tal va?», они делятся, что испанцы начинают реагировать чуточку дружелюбнее, реагируют теплее, улыбаются, охотнее им рассказывают подробности. Это как пароль «Я часть вашего круга». Поэтому попробуй в следующий раз вместо обычного «qué tal» сказать «qué tal va?». Собеседник улыбнется и почувствует, что ты стал немножечко ближе и уже думаешь по-испански. А вот если тебе захочется не только спросить, но и предложить свою помощь, у испанцев есть для этого своя особая фраза «echar una mano». Буквально это выражение означает бросить руку, но в реальности это самое теплое «помочь». Испанцы используют его везде – на работе, с друзьями, дома. Представь ситуацию, ты видишь, как собеседник тащит тяжелые пакеты и говоришь «¿Quieres que te eche una mano?» «Хочешь, я помогу тебе?» И в этот момент ты звучишь не как турист с учебника, а как свой. Примеры из жизни. ¿Me echas una mano con la mudanza?» «Поможешь с переездом?» Tengo que preparar la cena. ¿Me echas una mano? Мне нужно приготовить ужин. Поможешь? Gracias por echarme una mano ayer. Спасибо, что помог мне вчера. В Испании взаимовыручка – это часть культуры. Здесь принято помогать, и язык это отображает. И когда ты говоришь «echar una mano», то испанцы понимают, что ты разделяешь их ценности. Психологи доказали, что люди, которые чаще помогают другим, действительно чувствуют себя счастливее, а в Испании это чувствуется особенно сильно, даже их язык подталкивает к доброте. А теперь представь ситуацию, что тебе не нужно помочь, а нужно заглянуть куда-то. У испанцев и для этого есть свое особое выражение «echar un vistazo». Буквально это бросить взгляд, но по сути переводится как быстро взглянуть. Испанцы используют эту фразу постоянно. И звучит она намного естественнее, чем просто mirar. Представь ситуацию, ты заходишь в магазин и говоришь продавцу «Solo quiero echar un vistazo». Я просто хочу посмотреть. И все, продавец понимает, что не нужно докучать тебе своими вопросами, задавать, что вам понравилось, что не понравилось, чем я могу вам помочь, и спокойно оставляет тебя на свободе. Примеры из жизни. ¿Puedes echar un vistazo a este documento? Можешь взглянуть на этот документ? Voy a echar un vistazo al correo. Я быстро проверю почту. Echa un vistazo a esa película, te va a encantar. Посмотри этот фильм, тебе понравится. Почему эта фраза важна для общения с испанцами? Да потому что эта фраза делает тебя более дружелюбнее, простым и также ненавязчивым. А это в Испании особенно ценят. Здесь всегда общение легкое, никто не любит особого давления. Лингвисты отмечают, что именно такие образные выражения делают речь более живой и эмоциональной. Испанцы обожают язык, наполненный картинками и метафорами. Я всегда улыбаюсь, когда мои ученики в первый раз в магазине начинают использовать вместо обычного привычного слова mirar фразу «Solo quiero echar un vistazo». Продавцы реагируют моментально. Они расслабляются и становятся еще дружелюбнее. А вот если тебя кто-то утомил или ситуация кажется слишком затянутой, у испанцев для этого есть другая, очень яркая фраза.
Это выражение переводится как «ну и зануда» или «как же надоел» или «надоело». Испанцы же используют это выражение буквально везде. В очередях, в пробках, на дороге, в бюрократии и, конечно же, к людям. Ты сидишь в баре, а сосед за столиком уже 15 минут жалуется на погоду. Испанец тут же вздохнет и скажет «que pesado». Это как универсальный клапан. Выпустить пар и сказать «хватит уже, ну скучно». Примеры из жизни. Siempre hablando de lo mismo. Que pesado. Вечно одно и то же. Ну и зануда. Otra vez el mismo formulario. Que pesado. Снова та же форма. Как же надоело. Que pesado este tráfico. Этот трафик уже достал. Испанцы эмоциональны, они не прячут свои эмоции за маской вежливости. Поэтому эта фраза «que pesado» – это своего рода выплеснуть пар, ответить, но не показаться грубым. Кстати, ее часто произносят с улыбкой, и так эта фраза еще становится более вежливой, чем могла бы казаться. В испанской культуре нормально выражать досаду короткими эмоциональными фразами, в отличие, например, от британцев, которые оборачивают недовольство в мягкие намеки. Также я замечала, что испанцы иногда говорят «que pesado» даже про сериал, который затянулся, или про скучное собрание. И все это произносится с такой легкой иронией, что сразу понятно, что не обида, а способ сбросить пар. Поэтому попробуй в следующий раз вместо длинного объяснения сказать просто «que pesado». Иногда одно слово передает намного больше эмоций, чем целый абзац. Как думаешь, какое слово испанцы используют буквально сотни раз на день? Hasta luego. Все знают, что это переводится как «до свидания». Но в Испании же это слово не просто прощание, а маленький социальный ритуал. Живая ситуация: ты заходишь в магазин, покупаешь воду за 1 евро и уходишь, а продавец обязательно тебе скажет «hasta luego». Это не дружелюбное слово, а просто способ сказать, что я тебя заметил, я тебя увидел и всего доброго. Другие примеры. В лифте. Hasta luego. И вы расходитесь по этажам. На улице сосед выгуливает собаку, вы случайно пересеклись снова и говорите hasta luego. Даже в офисе, уходя на обед, коллеги бросают друг другу hasta luego вместо формального adiós. В Испании очень ценят контакт, даже если он мимолетный. Короткое hasta luego – это как клей, который держит общество вместе. Социологи отмечают, что в Средиземноморье прощание длиннее и теплее, чем в северных странах. И правда, иногда hasta luego растягивается в мини-разговор на лестнице, поэтому будь тому, что прощаться в Испании можно намного дольше, чем просто общаться. Я замечала, что мои ученики сначала удивляются, почему с ними кассир прощается так душевно. Но уже через пару недель они тоже начинают вклиниваться и говорить hasta luego. И тоже делают это с улыбкой. Попробуй заметить, сколько раз на день, если ты находишься в Испании, ты слышишь эту фразу. А вот когда ты уже сам начнешь использовать ее, даже с незнакомцами, знай, что ты уже подсел на эту испанскую волну. А что, если ты не прощаешься, а что-то просишь? Вот тут без одной хитрой фразы не обойтись. Выражение «me pones». На русский можно перевести как «дайте, пожалуйста». Но в Испании же это золотая фраза, без которой не обойтись ни в кафе, ни в магазине, ни в баре. Живая ситуация: ты заходишь в кафетерий и говоришь официанту «me pones un café con leche?» И он сразу улыбается, потому что ты звучишь по-местному. А если сказать просто «un café», тебя поймут, конечно. Но это будет рисковато, чуть по-иностранному или просто как сухо. Обычно испанцы думают, что ты не в настроении, либо очень спешишь, поэтому не поддерживают с тобой в дальнейшем разговор. Другие примеры. «Me pones una caña?» Это в баре. «Me pones una barra de pan?» В пекарне. «Me pones medio kilo de tomates?» На рынке. Как ты уже понял, фраза «me pones» создает дружеский тон. Она намного мягче, чем та же «quiero», то есть «я хочу», и теплее, чем «dame», «дай мне». Испанцы любят именно такой стиль, он более уважительный и без лишней формальности. Лингвисты называют такие обороты смягчающими запросами. Они делают общение ближе, превращая обычную покупку кофе в маленький социальный контакт.
И в Испании это чувствуется особенно, даже заказ напитка – это повод обменяться теплом. Из личной жизни могу поделиться такой ситуацией, когда я первый раз услышала, что один человек в баре говорил бармену «me pones», я думала, что они вообще друзья. А потом поняла, что это просто стиль общения. Именно поэтому атмосфера в испанских кафе кажется такой более дружелюбной, семейной, что ли. Поэтому в следующий раз в магазине или в кафе попробуй заменить обычное quiero или dame на me pones и ваш вариант. Обрати внимание, что даже взгляд собеседника станет намного мягче. А теперь давай посмотрим на слово, которое позволит тебе соглашаться с собеседником так, чтобы звучать естественно и по-испански. Estar de acuerdo. Эта фраза означает быть согласным, но в Испании она звучит куда теплее и убедительнее, чем простое sí. Представь ситуацию, ты споришь с другом, и он говорит что-то такое разумное, и ты как бы с ним согласен. Здесь лучше будет ответить estoy de acuerdo, то есть полностью согласен. И это не сухое sí, а настоящая поддержка с эмоцией. И вот тебе мои другие примеры. На работе estoy de acuerdo con tu propuesta. Я согласен с твоим предложением. В компании друзей totalmente de acuerdo contigo. Полностью с тобой согласен. В паре estoy de acuerdo en que necesitamos vacaciones. Согласен, что нам нужен отпуск. Как ты помнишь уже из того, что я говорила, что испанцы ценят вовлеченность. А простое sí в данной ситуации может прозвучать как равнодушно, либо отстраненно. Фраза estar de acuerdo показывает, что ты слушал собеседника, вникал в то, что он говорит, и согласен с ним. То есть разделяешь его мнение. В Испании даже в дебатах от телевизионных шоу до кухонных разговоров именно эта фраза звучит чаще всего. Она как маркер диалога подтверждает, что разговор идет в две стороны. Я замечала, что когда мои ученики начинают вставлять в разговоры estoy de acuerdo, испанцы начинают реагировать, понятное дело, по-другому. Но даже если ты весь разговор молчал, а в конце добавил estoy de acuerdo, тебя воспринимают как активного участника разговора. Поэтому мой тебе совет — попробуй заменить обычное sí на estoy de acuerdo. Ты заметишь, как разговор станет живее и теплее. Ну и, наконец-то, последнее слово из нашей подборки. Оно идеально подходит, чтобы начать что-то новое или зарядить всех энергией. Vamos allá! Она переводится как «ну что, поехали» или «давай начнем». В Испании ее используют, когда пора включить энергию и приступить к делу, будь то работа, встреча или поход в бар. Живая ситуация, друзья собираются на пляж. Кто-то еще ищет очки, кто-то болтает, и вдруг один бодро вскрикивает «Vamos allá!». И все сразу прекращают свои дела и начинают реально собираться. Еще примеры. На работе «Vamos allá, equipo!». Ну что, команда, поехали! На тренировке «Vamos allá, que hoy toca darlo todo!». Поехали, сегодня нужно выложиться по полной. Даже в обычной жизни, когда ты стоишь перед зеркалом утром и говоришь себе «Vamos allá!», настроение на день меняется. Это слово работает как кнопка «Старт». Испанцы ценят легкость и энергичность. А такие фразы создают атмосферу движения, прорыва, вовлеченности и позитива. Недаром психологи отмечают, группы, где чаще звучат короткие мотивирующие выражения, действуют сплоченнее и эффективнее. Поэтому попробуй использовать «Vamos allá» в начале дня, на встрече с друзьями или даже на работе. Ты удивишься, как одно слово задает нужный тон всей ситуации. Вот и все, мы разобрали 10 слов и выражений, которые сделают твою речь по-настоящему испанской. Не просто учебной, а живой, дружеской. Твой чек-лист. Попробуй в течение дня заметить, сколько раз ты слышишь «hasta luego». Попробуй вставить в разговор хотя бы одно из сегодня услышанных выражений. Например, «me pones» и что-то, или «que pesado». И не забудь начинать утро в испанском стиле с фразой «vamos allá». Так день точно пройдет на ура. А теперь твоя очередь. Выбери одно слово и напиши в комментариях вместе с твоим примером, как бы ты его использовал в реальной жизни. Так ты и закрепишь материал и поделишься с другими учащими испанский язык твоими находками.
А вообще, на самом деле, как ты догадываешься, это не все слова испанского языка, которые можно использовать в данных ситуациях. У меня есть на канале еще одно видео, где я делилась другими фразами и словами, без которых в Испании просто никуда. Очень советую посмотреть его после этого видео, чтобы твой испанский стал еще больше живым и своим. Ну а если тебе это видео показалось полезным, обязательно подпишись на канал, чтобы не пропустить новые фишки, которые выходят у меня на канале. И поделись этим видео с друзьями, пусть они тоже начнут говорить как местные. А теперь маленький подарок для самых вовлеченных. Я собрала PDF 20 фраз, без которых в Испании никуда. Хочешь его получить? Напиши кодовое слово в комментариях «Испания 30», и я расскажу, как его скачать. А если ты хочешь пройти этот путь намного быстрее, записывайся на индивидуальные занятия. Я не только научу тебя испанскому, но и помогу адаптироваться в Испании намного быстрее. А тем, кому нужна помощь с переездом, моя команда юристов, риэлторов, бухгалтеров и консультантов делает этот процесс намного проще и быстрее. И не забудь заглянуть в мой инстаграм, там я делюсь тем, что не попадает на YouTube. Ну что, vamos allá, и до встречи в следующем выпуске. Hasta luego!